Друзья, приветствуем вас! С вами Кузница Железные Братья. Сегодня 18 апреля, на улице еще влажно, снег в основном уже растаял, но земля еще сырая. Мы находимся на такой небольшой лесной полянке, перед нами стоит задача разжечь костер. И, пользуясь случаем, хотелось бы провести сравнительный тест двух ножей. Вы часто задаете вопрос, какой нож выбрать, с тонким или толстым клинком. Сейчас мы рассмотрим этот вопрос на конкретном примере. У нас с собой два ножа, рысь из стали Х12МФ, берестяная рукоять. Нож с толстым клинком, здесь где-то 3,5-3,6 мм в обухе, и полные спуски от обуха к режущей кромке. Второй нож это скат, тоже сталь Х12МФ, рукоять из бересты. Данный нож имеет тонкий клинок, толщина его 2,4 мм. Сейчас мы посмотрим, как эти ножи работают по дереву. Ну, сразу хотелось бы заметить, что от толстого ножа можно ожидать большей устойчивости к силовым и поперечным нагрузкам, а тонкий нож, конечно, менее устойчив к таким работам, но зато резать и строгать он будет гораздо эффективнее. Сейчас мы посмотрим. Нам нужно сделать так называемое огненное перо для розжига костра в условиях повышенной влажности. Мы нашли сухую деревяшку, сейчас попробуем ее построгать и сделать огненное перо. Сейчас работаем ножом скат с толщиной обуха 2,4 мм. Ну, в принципе, видно, да, что буквально несколько движений уже нож настрогал такие ворсинки древесины. Теперь посмотрим, как будет справляться с этой работой нож с толстым обухом рысь Х12МФ. В принципе, тоже неплохо идет в дерево, но уже нет такой агрессивности, которая была на ноже скат. Ну, тоже строгает, но вот по ощущениям могу сказать так. Тонкий нож в дерево идет гораздо агрессивнее. Ну, заранее мы уже подготовили полянку под костер. Сейчас попробуем сделать костерчик, потратив на это минимум спичек в сырую погоду. Чтобы не утомлять вас пустым строганием на камеру, возьмем уже заранее готовые огненные перья и попробуем разжечь костер. Друзья, таким образом, с помощью ножа и сухой деревяшки нам с вами удалось разжечь костер при влажной погоде буквально с одной спички. Но в чем суть, о чем хотелось бы сказать? То есть, если нож тоньше, это не значит, что нужно рассматривать тонкие ножи для работы с древесиной. Все-таки нужно исходить от индивидуальных предпочтений. Если вы предпочитаете ножи, которыми можно что-то подрубить, во что-то жесткое зарубиться, где-то дать силовую нагрузку, грубо говоря, при разделке туши лося или кабана, любого крупного животного, когда нож вязнет в суставах, в сухожилиях, можно расшатать его влево-вправо и быть уверенным, что он выдержит такую нагрузку при высокой твердости металла. Тогда вам однозначно нужен нож с толщиной клинка более 3 мм. Если же вы любитель ножей, которые идеально режут и строгают, тогда это тонкий нож.
такой как скат. Нож легкий, как перышко. Рез строгания идет очень приятно, очень агрессивно. И на охоте в целом такими ножами тоже можно уверенно пользоваться, просто для выполнения каких-то силовых работ, разделочных, грубо говоря, если вам нужно перерубить кость или сустав, нужно будет работать другим инструментом, ну, вроде таким, как топор. Но, в принципе, такие вещи, как рубка костей, всегда опытные охотники делают топорами. Мало кто рубит кости ножом. Поэтому суть нашего теста, думаю, всем понятна. Да? Мы показали, что такой нож лучше режет и строгает. Выбор, какой нож купить, с толстым обухом или с тонким, все равно остается за вами. При выборе ножа всегда исходите из тех задач, которые стоят перед вами. Что вам нужно? Легкий, удобный резачок или мощный силовой нож с толстым обухом. Спасибо за внимание. Это Кузница «Железные братья».